Всем привет! Сегодня хочу рассказать, как связать красивый и простой узор для начинающих. Для того, чтобы связать этот узор, вам нужно уметь вязать воздушные петли и столбики без накида. Посмотрите, я связала небольшой образец из пряжи Yarn Art Jeans. Но сейчас для видео возьму пряжу потолще. Мне кажется, если вязать более толстой пряжей, узор будет смотреться интереснее. Он достаточно плотный, но если будет растягиваться, то видно, что есть небольшие дырочки, потому что я вязала достаточно свободно. А вы можете вязать более плотно или взять толстые нитки, и крючок немного меньше, чем рекомендует производитель. У меня есть остатки разной пряжи. Здесь пехорка какая-то зимняя, наверное, серия. А это вообще хлопок. Поэтому давайте начнем вязать. Образец, схемка такая небольшая. Здесь набрано всего 10 воздушных петель. Я сейчас для образца свяжу 20 воздушных петель и 2 петли подъема. Крючок возьму номер 4. Так, начну со светлой пряжи. Наберу 20 петель. Две петли подъема. В четвертую петлю вяжу столбик без накида. Дальше одна воздушная петля, пропускаю одну петлю, вяжу опять столбик без накида. И так до конца ряда. Воздушная петля, пропускаю петлю, вяжу столбик без накида. Воздушная петля, пропускаю петлю, вяжу столбик без накида. Первый ряд закончен, я его провязала. И давайте сейчас присоединю нить другого цвета, например, ярко-зеленую. Кстати, недостаток этого узора заключается в том, что вам придется прятать большое количество хвостиков. То есть в конце, если изделие будете вязать таким узором, нужно будет его обязательно обвязывать, чтобы спрятать все кончики пряжи разного цвета. Поэтому кончик нужно оставить достаточно длинный, чтобы спрятать его. В начале нового ряда, нить не отрезаем, потому что дальше для того, чтобы менять цвет нити, нам она обязательно понадобится. Поэтому нитку мы эту первую оставим. Делаю 2 воздушные петли, пропускаю столбик и под воздушную петлю вяжу столбик без накида. Воздушная петля, под воздушную петлю предыдущего ряда столбик без накида. Воздушная петля, под воздушную петлю столбик без накида. То есть пропускаем столбик без накида и вяжем в эти дырочки, где у нас была воздушная петля в предыдущем ряду. Так примерно получится. В этом узоре самое главное красиво подобрать цвет пряжи, потому что если пряжа будет сочетаться друг с другом, то изделие получится очень интересное. Так, в конце ряда вяжу столбик без накида. Закончен второй ряд. Теперь присоединяю нить другого цвета. У меня будет вот такая розовая. Даже, наверное, она ярко-малиновая какая-то, не розовая. Присоединяю нить другого цвета. Делаю 2 воздушные петли. И опять под воздушную петлю предыдущего ряда вяжу столбик без накида. Воздушная петля, опять столбик без накида под воздушную петлю.
Так, вяжется третий ряд. Да и, собственно, все последующие ряды. Столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида. Узор очень-очень простой. Вот. И плюс-минус может различаться у вас толщина пряжи. Одна чуть потоньше, другая чуть потолще. Вот. И с таким узором можно связать, я думаю, покрывало, плед, ребенку жакет можно связать и себе жакет, если подобрать не такие яркие цвета, допустим, там серый, темно-серый, светло-серый, черный, если этот жакет вы хотите носить в офис. Вот, у вас получается плотный, но интересный узор. Так, подошло время менять цвет, и я поднимаю пряжу первого цвета, фиолетового, лилового, и начинаю вязать ей. Вот здесь за розовый кончик подтягиваю, чтобы не затянуть. Делаю 2 воздушные петли и вяжу под воздушную петлю предыдущего ряда столбик без накида. Воздушная петля, под воздушную петлю столбик без накида. Так до конца ряда. Узор очень быстро вяжется. Вот, и выглядит, мне кажется, замечательно. Сейчас я свяжу еще 3-4 ряда и покажу вам результат. Посмотрите, какой у меня получился образец. Я связала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 примерно столбиков. 9 рядов я связала. Вот так выглядит смена нитки. Здесь небольшие протяжки получаются, когда вы начинаете вязать новый ряд с новой нитью, вы ее вот так вот подхватываете, затягиваете предыдущую и вяжете 2 воздушные петли. Вот, и дальше проходите, начинаете вязать новый ряд, а здесь сбоку остаются небольшие протяжки, которые можно будет в процессе обвязки скрыть. Вот этот хвостик. Вот. И с этой стороны то же самое. Здесь один узелочек, который можно будет затянуть получше, да? И протяжки другого цвета. Надеюсь, вам понравился этот узор. Действительно, он должен быть в копилке у каждой рукодельницы, потому что он простой, легкий, смотрится замечательно. Вот, надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, присоединяйтесь ко мне в Инстаграм. Вот, там я публикую всегда информацию о новых видео и красивые изделия с сайтов крючок.ру и книтка.ру. Пишите в комментариях, понравился ли вам этот узор, а может быть вы что-то связали этим узором, дадите ссылку на фотографию. Всего хорошего, пока-пока.